Привет, это Алекс, проект MioGar, и сегодня я вам покажу, как создавать объявление сразу на 4 языках, чтобы оно показывалось каждому пользователю на его языке. В прошлом видео я вам показал, как создавать вот такой интернет-магазин, и сейчас вам покажу, как его заполнять. Переключение языка находится внизу. Для начала создания объявления обязательно переключитесь на русский, вам будет проще. И после этого жмем «Разместить объявление». После этого видим вот такую вот очень простую форму. Давайте мы сегодня сделаем объявление и сдадим комнату в аренду. Показываем, где находится наша комната. Допустим, она находится в Асунсьоне. Район можно писать, можно не писать, но это будет удобно вашим клиентам. То есть, например, район центральный. Заполняем адрес. И индекс. Индекс не обязательно, но можно заполнить. Вот по этим вещам Google будет определять, где находится ваше помещение, поэтому желательно заполнять его точно. Смотрите, здесь ваше имя, ваш телефон, который вы ввели при регистрации, здесь ваш email. Дальше здесь вы выбираете, в какой валюте вы хотите сдавать или продавать ваши вещи. Но так как мы сдаем, давайте мы напишем, допустим, здесь 1 500 000 гуарани. Если вы хотите договорную цену ставить, жмите договорную, и на объявлении будет показано, что поговорите с продавцом. Смотрите, самая главная фишка. Здесь можно, как я уже говорил, делать объявление на 4 языках. Если вы открыли страницу, сайт на русском языке, вот как я вам показал внизу, то у вас по умолчанию будет идти страница русская. Рекомендую вам делать объявление сразу на 4 языках, чтобы у людей там не было каких-то заморочек. А если бы вы начали эту страницу заполнять на испанском, тогда бы у вас была вот эта страничка основной. В чем главная фишка? Если вы начали заполнять сайт на русском языке, то есть вот это вот все у вас на русском языке, публикация объявления, и вы не заполнили русскую вкладку, а, например, заполнили испанскую, то при попытке сохранить, несмотря на то, что вы там что-то написали, вам скажет сайт, что ваши поля не заполнены. Сейчас я это покажу чуть позже. Давайте мы для начала все это дело заполним. Итак, изначально мы заполняем все, соответственно, на русском. Если вы не разговариваете на русском, как я, то, соответственно, вы можете воспользоваться Google переводчиком. То же самое с испанским. Давайте вот переведем на испанский, и я в результате вам покажу, как работает сайт конкретно на 4 языках. То есть вот это основная фишка этого сайта, именно из-за чего я его начал создавать. То есть для того, чтобы у нас в Парагвае можно было легко общаться через вот этот сайт с любым из ваших клиентов, для которых вы подготовили то или иное предложение. Так, это капча сказала, что время закончилось. Мы ее потом еще раз прожмем. И, соответственно, давайте мы заполним на английском. Ох, я неправильно заполнил. Так, это английская версия. Ну ничего, сейчас поправим. И вот здесь вот Deutsch. Так, немецкий язык. Cool Ansage auf Deutsch. Не знаю, не бейте меня, я немецкий не знаю вообще никак. То есть берем вот это вот все, копируем и вставляем. Окей, дальше. То есть мы заполнили, смотрите, вот здесь вот все заполнено. И давайте для интереса, вот то, что я вам сказал, мы с вами как будто бы забыли это все записать. Ну, потом мы это внесем. То есть мы заполнили немецкий, английский, испанский, но русский мы забыли. Дальше вы можете загрузить до 15 изображений для каждого из вашего объявления. Это делается очень просто. Заходим на компьютер или на телефон. Кстати, рекомендую вам все равно все делать на компьютере, потому что это проще и нагляднее. И, соответственно, все ваши изображения загружаются на сайт, обрабатываются и потихоньку появляются.
Здесь вам после загрузки стоит выбрать главное объявление, которое будет показываться самым первым, и чтобы ваше объявление стало выглядеть привлекательным. Поэтому, например, туалет туда не ставьте. Ну, хотя разные вкусы у людей, может быть, кому-то и туалет важен. Окей, смотрите, допустим, я хочу поставить вот это вот изображение. То есть вот так вот наводим, нажимаем вверх, и сразу будет видно, что у нас здесь у дома есть какой-то сад. Поехали дальше. Тип недвижимости. Комната. Год постройки пишем, допустим, 2010. Состояние хорошее, отлично, нужен ремонт. Одна спальня, один туалет, жилая площадь, допустим, 35 метров. Общая площадь дома 55 метров. Сколько этажей на каком находится, то есть вы можете написать, например, второй этаж в пятиэтажном доме. И вот это вот делается вот так вот, 2 из 5. Дальше показываем, где, соответственно, есть мебель, кухня, спальня. Если мебели нет, можно поставить без мебели. Обратите внимание, что если есть звездочка, то это обязательное поле, то есть вам нужно обязательно его указать. Бытовая техника, электроплитка, сушильная машина, если отсутствует, пишем отсутствует. Кондиционер, если нету, пишите можно установить, потому что чаще всего в Парагвае реально можно приехать на съемную квартиру со своим кондиционером и его поставить. Соответственно, ставим то, что есть. Бойлер, интернет есть, нет. Коммуналка, кто платит, платит хозяин или платит арендатор. Что есть, соответственно, в вашем сдаваемом помещении или продаваемом. То есть вот эти вот поля, они почти во всех объявлениях одинаковы, кроме продажи там каких-то вещей или оказания услуг. Дальше, что есть на кухне. Допустим, есть компьютерный стол и компьютерное кресло. Из безопасности сейф, видеонаблюдение и сигнализация. Удобство, душ, бассейн, гараж. Дальше рядом находится супермаркет, парк, гравийная дорога. Гости разрешены или не разрешены, то есть при съеме комнат чаще всего хозяева это сразу оговаривают. Допустим, не разрешены, и можно ли со своими животными. Допустим, не разрешены. Дальше, смотрите, здесь есть номер лота. Что это такое, мне часто задают этот вопрос. Здесь мы пишем тест, это у меня тест 1. Что это такое, для чего? Смотрите, допустим, у вас есть там 35 или 40 лотов. И вам нужно будет запоминать, чье это помещение, какому хозяину звонить, с кем договариваться, и это решается очень просто. Мы пишем вот здесь вот для себя, не для всех, а для себя тест 1, и затем, соответственно, записываем все это дело в Excel. И видим, что тест 1 находится по адресу Миклуха Маклая, хозяин Маши, ее телефон такой-то. То есть, когда вам звонят по какому-то объявлению, говорят, слушайте, у нас тут вот эта квартира нас интересует. И вы смотрите, ага, это объявление с артикулом тест 04, и понимаете, что там хозяйка Глаша, этот дом находится здесь, и ее номер телефона вот такой. То есть, артикул нужен конкретно для того, чтобы просто совмещать вот эту вот таблицу и ваше объявление. Дальше, местоположение объекта. Крайне рекомендую вам все ваши объекты искать на Google картах. Допустим, ваш дом находится, вот этот дом, вот вы сдаете, вот видите, я ставлю точку. Вот здесь вот можно нажать вот на вот эту вот штуку и сказать копировать ссылку. В результате у вас появляется ссылка, которую можно вставить вот сюда вот. И эта ссылка будет показана конкретно на вашем листинге. Вот этот блок нужен для того, чтобы продвигать ваше объявление, то есть премиум размещение, выделить объявление, либо автоматическая повторная публикация, чтобы ваше объявление автоматом, например, раз в 3 дня заново публиковалось и появлялось вверху поиска. То есть это все платное, за это можно будет потом платить. И я думаю, что с этим мы попозже с вами немного разберемся. Следующее. Если у вас есть видео, которое вы сняли о вашем сдаваемом помещении, там, о доме, если вы продаете землю, вы сняли, как она выглядит с воздуха, то просто-напросто выкладывайте это видео на YouTube. Здесь вот я вам вот предыдущее видео, как создать свой интернет-магазин, жмете «Поделиться», копировать, заходите обратно и вот сюда вот вставляете его ссылочку. В результате это видео появится на вашей странице с вашим объявлением.
Дальше вы говорите «принимаю, принимаю», «хочу, не хочу» и говорите, что вы не робот, и говорите «опубликовать». Смотрите, мы что-то с вами забыли. Вот это как раз то, о чем я говорил в самом начале. Название – это поле обязательно для заполнения и описания. Несмотря на то, что мы с вами заполнили немецкий, английский, испанский, русский, так как русского нет и страница по умолчанию русская, то нас сайт не пускает дальше. То же самое будет, если вы, например, случайно начнете заполнять страницу на испанском языке, переключитесь на русский, но испанский не заполните, у вас будет точно такая же ошибка. Поэтому мы просто-напросто, чтобы ее исправить, берем и вставляем сюда то, что удалили в самом начале для примера. И наша с вами ошибка исчезнет. Смотрите. Вообще сайт подсказывает, если вы где-то забудете поставить, соответственно, обязательную какую-нибудь кнопку, допустим, смотрите, вот я уберу галки с мебели, то есть вы никогда в результате не ошибетесь. Сайт скажет, вот выберите хотя бы один вариант в поле мебель. То есть мы понимаем, где искать, доходим до мебели, говорим, что вот у нас есть мебель в спальне и на кухне, и, допустим, есть уличная. И после этого нам сайт даст сохранить ваше объявление. Жмем «Опубликовать». И вот здесь вот самая главная фишка. После того, как вы нажали эту кнопку, объявление не публикуется сразу. Вы должны его подтвердить. Вам на электронную почту, которую вы указали в момент регистрации, придет уведомление о том, что если вы хотите опубликовать ваше объявление, пожалуйста, нажмите вот на эту ссылку. Смотрите, что получается. Вот, проверьте папку входящей, чтобы подтвердить объявление. Здесь на самом деле варианта два. Первый вариант: вы заходите в мой аккаунт, мои объявления. Вот здесь видите, у нас появилось объявление, классное объявление на русском, и оно не активно. Для того, чтобы его активировать, мы просто можем нажать на кнопочку «Активировать». И основной вариант, для того, чтобы его подтвердить, мы с вами, соответственно, переходим в почту, и в вашей почте вас будет ждать вот такое вот объявление, вот такое вот письмо. Мейлгар подтверждение объявления, заходим внутрь, и вы получили это письмо, потому что объявление было опубликовано, вам нужно его подтвердить, нажав на следующую ссылку. То есть мы вот так вот нажимаем, и, соответственно, наше объявление в результате активируется. Это будет видно конкретно вот здесь. Смотрите, вот оно было неактивно, нажимаем «Обновить», и оно становится активно. То есть вот теперь мы его совершенно нормально видим. Как вы видите, вот то, что мы с вами только что сделали, оно появилось на сайте, и можно, соответственно, все просмотреть, то, что вы сделали. Давайте сразу посмотрим на 4 языка, которые мы с вами сделали. То есть вот это вот у нас с вами русский. Переключаемся на английский. Видите, сайт переключился на английский, и описание, которое мы с вами сделали, оно тоже переключилось на английский язык. Вместе со всеми вещами, то есть видите, kitchen, outdoor, electric stove, то есть все, что мы с вами галочки проставили, оно все сразу перевелось на английский язык. То же самое абсолютно с испанским. Вот видите, все стало на испанском. Вот это вот мы с вами вводили на испанском, и все то же самое на немецком. То есть здесь, если к вам в ваш интернет-магазин придут немцы, они совершенно нормально себя и комфортно будут чувствовать. Более того, вот эти вот два поля, которые мы с вами специально заполняли для идентификации вашего объекта, вот смотрите, видите местоположение объекта. То есть мы нажимаем, и мы с вами можем увидеть эту точку, которую мы с вами только что поставили. Человек будет понимать, где находится ваша недвижимость. Ну и второй момент, соответственно, вы можете сразу увидеть то видео, которое мы с вами, адрес, который мы с вами ввели, и вы сможете показать вашему клиенту не только фотографии, но и само видео. Поэтому, если у вас появятся вопросы по заполнению объявлений, конечно же, задавайте их в нашей группе. Я на все отвечу, но, конечно, предварительно, внимательно просто посмотрите это видео, потому что сейчас я вам показал абсолютно все. И вот это вот объявление, соответственно, появилось в созданном нами с вами магазине. Вот оно, видите? Все работает, все замечательно. Всем пока, задавайте вопросы.